Для немецкой овчарки по имени Маверик мир всегда был ограничен запахами, звуками и командами. В молодости он был воплощением мощи и грации. Угольно-черная спина, рыжие подпалины и взгляд, в котором читалась абсолютная готовность отдать жизнь за своего вожака. Он помнил, как гордо вышагивал рядом с хозяином, как ловил на лету мячи и как охранял сон маленького ребенка, ставшего для него смыслом существования. Но у времени есть одно жестокое свойство. Оно течет для собак в 7 раз быстрее. Первые признаки надвигающейся зимы, жизни, появились незаметно. Сначала это была лишь пара белых волосков на кончике морды, едва различимых на фоне черной шерсти. Маверик не обращал на них внимания. Он по-прежнему старался соответствовать ожиданиям, хотя прыжки через барьер стали даваться с трудом, а после долгой прогулки задние лапы предательски ныли. Переломный момент наступил в обычный вторник. Маверик лежал на своем коврике в углу гостиной и дремал, когда услышал разговор хозяев. Его слух, когда-то идеальный, теперь немного притупился, но интонации он улавливал безошибочно. «Он стареет, Виктор», — тихо сказала хозяйка, глядя на то, как пес тяжело поднимается, чтобы попить воды. «Смотри на его морду. Она совсем седая. Он стал медленным, от него пахнет старостью, и я боюсь, что скоро он начнет болеть. Ребенку нужен активный друг, а не этот живой памятник». Маверик не понимал слов «эвтаназия» или «приют», но он почувствовал холод, исходящий от людей, которых считал своей стаей. В тот вечер его не погладили перед сном, а на следующее утро вместо привычного парка его посадили в багажник машины и повезли в незнакомое место. Приют встретил его оглушительным лаем сотен израненных душ и едким запахом хлорки, смешанным со страхом. Когда тяжелая железная дверь вольера захлопнулась, Маверик долго стоял неподвижно, глядя на уезжающий автомобиль. Он не выл и не скреб стену. Благородство породы и глубокое выжигающее нутро обида не позволяли ему опуститься до истерики. Он просто лег на холодный бетон и закрыл глаза. Проходили недели, превращаясь в месяцы. Маверик видел, как из соседних вольеров забирали молодых, прыгучих щенков и энергичных подростков. Люди проходили мимо его клетки, иногда останавливались, читали табличку с указанием возраста и качали головами. Овчарка. Это хорошо, но ему уже 10 лет. Слишком много проблем, доносилось до него. Пес привык к своей невидимости. Он стал частью интерьера приюта, тихой тенью, которая послушно выходила на короткие прогулки и также послушно возвращалась в свой бетонный квадрат. Его взгляд потускнел, а седина захватила уже почти всю голову, делая его похожим на мудрого старика, который знает о жизни все и уже ничего не ждет. Однажды утром ритм приюта изменился. К его вольеру подошел работник, которого Маверик знал как доброго, но всегда очень грустного человека. Сегодня его лицо было особенно серьезным. Он открыл замок и негромко позвал: «Пойдем, старина. Пора». Маверик тяжело поднялся. Суставы отозвались привычной резкой болью, но он не подал виду. Он шел по длинному коридору, мимо других клеток, и в его собачьем сознании билась только одна мысль. Он видел, как уводили других старичков, тех, кто был слишком болен или чье время в приюте истекло. Они никогда не возвращались. Маверик решил, что сегодня его очередь уходить в тот мир, где нет боли в лапах и где снова пахнет весной. Он не сопротивлялся, когда его вывели на задний двор. Он был готов принять свою участь с достоинством воина. Однако вместо стерильной тишины медицинского кабинета его встретил свежий ветер, пахнущий сеном, навозом и простором. У старого синего пикапа стояли двое – мужчина с обветренным лицом и женщина в простых джинсах. Они не смотрели на него, как на обузу. В их глазах не было жалости, которая так ранила Маверика в приюте. Там было что-то другое – узнавание.
«Посмотри на него, Анна», — сказал мужчина. «У него взгляд настоящего полковника. Нам на ферме как раз не хватало такого серьезного парня». Женщина подошла к Маверику и, не боясь, протянула руку. Пес замер. От нее пахло домом. Не тем городским домом, где его предали, а чем-то настоящим, земным. Он осторожно коснулся мокрым носом ее ладони, и впервые за долгое время в его груди что-то дрогнуло. Путь до фермы занял несколько часов. Маверик сидел на заднем сиденье, положив голову на край окна, и наблюдал, как городские пейзажи сменяются лесами и полями. Когда машина наконец остановилась, перед псом открылся мир, о котором он не смел и мечтать. Это была огромная территория, не стесненная заборами и асфальтом. Как только дверь открылась, Маверик почувствовал, что его не собираются сажать на цепь. «Иди, осматривайся, это теперь твой дом», — сказал Марк, его новый хозяин. Маверик осторожно спрыгнул на мягкую траву. Лапы коснулись земли, которая не была бетоном, и это ощущение было почти забытым. Но самое удивительное ждало его впереди. Из-за угла амбара показалась целая делегация. Сначала выбежали два золотистых ретривера, которые, вопреки ожиданиям Маверика, не стали на него рычать, а лишь дружелюбно обнюхали и приглашающе вильнули хвостами. Следом важно прошествовала крупная рыжая кошка, которая запрыгнула на забор и внимательно осмотрела новичка. А вдали, за оградой левады, Маверик увидел лошадей. Их спокойствие и величие передались и ему. Он понял, что здесь его возраст не является недостатком. На этой ферме старость уважали. Здесь жили животные, которые отдали свои лучшие годы службе человеку, и теперь они имели право просто быть счастливыми. Прошла неделя. Маверик преобразился. Его шерсть, некогда тусклая и свалявшаяся, теперь блестела на солнце, а седина на морде стала казаться благородным серебром, а не признаком увядания. Он нашел себе важное дело. Каждое утро он обходил территорию вместе с Марком, проверяя, все ли в порядке у кур и не забрел ли кто чужой к лошадям. Его суставы все еще болели по утрам, но радость от осознания своей нужности была сильнее любой боли. Он снова стал защитником, вожаком, другом. В один из солнечных полдней Елена, хозяйка фермы, вышла на крыльцо с фотоаппаратом. Она увидела невероятную картину. Маверик лежал на лужайке, а вокруг него суетились котята. Один из них бесстрашно залез псу прямо на голову, а другой пытался играть с его хвостом. Грозная немецкая овчарка, гроза нарушителей и символ мужества, не просто терпела эти вольности. Когда Елена позвала его по имени, Маверик поднял голову, посмотрел прямо в объектив и улыбнулся. Это была не просто гримаса. Его губы разошлись, обнажая зубы в совершенно человеческом выражении восторга, а глаза светились таким глубоким, искренним счастьем, что у женщины перехватило дыхание. В этот момент стало ясно. Этот пес не просто доживает свой век, он начинает свою лучшую жизнь. История Маверика быстро разлетелась по округе, став напоминанием для всех, кто боится брать старых животных из приютов. Оказалось, что любовь не имеет срока годности, а преданность собаки, получившей второй шанс на пороге вечности, не знает границ. Маверик доказал, что седая морда — это не финишная прямая, а лишь смена декораций в великой пьесе жизни, где главный герой наконец-то нашел свой настоящий дом. Он больше не боялся шагов в коридоре, не боялся одиночества и забвения. Каждую ночь, засыпая на мягкой подстилке у камина, он знал, что завтра наступит новый день, полный запахов травы, тепла человеческих рук и бесконечного простора, где его всегда будут ждать. И если вы когда-нибудь проедете мимо той старой фермы на закате, вы наверняка увидите большую овчарку с серебряной мордой, которая уверенно смотрит вдаль, зная, что мир — это доброе место, если в нем есть те, кто готов увидеть сердце за пеленой прожитых лет.
Этот пес прожил еще много счастливых сезонов, став живым символом надежды для волонтеров приюта. Его фотография с той самой улыбкой висела на доске объявлений как доказательство того, что чудеса случаются, когда кто-то решает дать шанс тому, от кого все отвернулись. Маверик не просто выжил, он победил время, доказав, что истинная красота и верность только крепнут с годами, подобно хорошему вину или крепкому дереву, чьи корни уходят глубоко в землю, а ветви тянутся к самому солнцу. И в каждом движении его хвоста, в каждом спокойном вздохе читалась одна и та же истина. Никогда не поздно начать все сначала, если рядом есть те, кто верит в тебя до самого конца. Так Маверик, старый пес, которого когда-то выбросили за ненадобностью, стал хранителем фермы и душой этого места. Его улыбка была его благодарностью миру за то, что он не позволил ему уйти в темноту непонятым. И каждый раз, когда новые посетители фермы удивлялись тому, как радостно встречает их этот седой великан, хозяева просто отвечали: «Он не старый. Он просто очень долго шел домой и, наконец, пришел». И в этом была вся суть его жизни. Долгий путь через преданность, боль и ожидание к простому собачьему счастью, которое не измеряется годами, а измеряется только количеством любви, которую ты успел отдать и получить взамен. Дорогие друзья, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. А также пишите комментарий, что вы думаете об этой истории. До свидания.